и поговорим о договоре поставки. Досмотри это видео до конца, и только ты узнаешь о подводных камнях договора поставки, как успешно защититься от претензий на тему взаимодействия с плохими контрагентами, как убрать умысел компании в совершении налогового правонарушения и как самостоятельно себя обезопасить от налогового правонарушения. Ребята, не будем терять время. Вопрос: как вы выбрали именно этого поставщика? Или почему заключили договор именно с этим поставщиком? Какими критериями вы руководствовались при выборе данного поставщика? Вы обязательно услышите, будучи вызванными в налоговую инспекцию, эти вопросы. Во-первых, потому что он включен в перечень вопросов, подлежащих обязательному выяснению у руководителя, которые рекомендованы к работе территориальными инспекциями. Эти вопросы совсем не безобидные. А во-вторых, наиболее распространенные ответы на него у неподготовленных руководителей. По практике так часто и бывает. Типа нашли в интернете, знакомые порекомендовали, или вообще я не помню. Крайне выгодны налоговикам для последующего доказания умысла компании в совершении налогового правонарушения. В то же время дать на этот вопрос ответ в свою пользу без предварительной подготовки, к сожалению, не может почти никто из директоров. Причиной тому является отсутствие в компаниях какой-либо закрепленной на бумаге процедуре выбора контрагента, которую можно было бы предоставить проверяющим, за исключением крупных компаний, в которых проводятся тендеры на закуп. К чему приводит отсутствие правильно оформленных документов? Можно увидеть в выводах судов, которые обычно выглядят примерно так. Компания не проявила должной степени осмотрительности, и поскольку ей не были приведены убедительные и непротиворечивые обоснования критерия выбора поставщика с позиции серьезности предпринимательских намерений, деловой, коммерческой привлекательности, опыта и репутации на рынке, либо доказательством проявления должной осмотрительности при выборе контрагента служит не только представление стандартного перечня документов, но и обоснование мотива выбора контрагента, либо третья позиция судов. Компания не представила документов или информации относительно его действий при осуществлении выбора контрагентов, документов, фиксирующих результаты поиска, мониторинга и отбор контрагента, документального обоснования выбора контрагента и так далее. Таким образом, в большинстве случаев суды, как и налоговые органы, при формировании своей позиции относительно того, знал ли руководитель заранее о том, что совершает сделку с нехорошим контрагентом, обязательно учитывают, каким образом компания выбирала этого поставщика и какие у нее имеются подтверждения того, что выбор делался объективно. Ну, например, проводился мониторинг рынка аналогичных поставщиков, сравнивались коммерческие предложения, учитывались различные критерии и факторы, которые привели компанию к решению, что следует выбрать именно данного поставщика. Также обращаю ваше внимание, при всей важности наличия данных доказательств для компании, ни в одном нормативном документе вы не найдете четких описаний того, в какой форме компания должна фиксировать свои действия по выбору контрагента и какие конкретно документы нужно представлять налоговым органам или судам в качестве подтверждения этих действий. Я бы рекомендовала разработать шаблон документа «Оценка и выбор контрагента», который является оптимальным, по моему мнению, как эксперта, с точки зрения предоставления налоговым органам при возникновении у них вопросов относительно процесса выбора поставщика, так и с точки зрения минимальных трудозатрат на заполнение этого документа. Шаблон содержит 12 критериев, которые компания принимает во внимание при выборе поставщиков. Например, срок присутствия поставщика на рынке, уникальность товара, срок поставки и прочее. Каждый критерий имеет свой коэффициент важности, например, в баллах, который присваивается в зависимости от ситуации. Например, если компании очень срочно нужно приобрести определенный товар, то наивысший коэффициент важности будет проставлен у поставщика, способного обеспечить наиболее короткий срок поставки. Каждый поставщик получает оценку в баллах по каждому из 12 критериев.
в зависимости от того, насколько проявлен у него каждый критерий. Например, по критерию срок присутствия поставщика на рынке. Контрагенту будет присвоен 0 баллов, если контрагент присутствует на рынке менее 2 лет, 1 балл, если от 2 до 5, 2 балла, если от 5 до 10 и так дальше. В итоге все баллы по всем критериям складываются, и, соответственно, поставщик, набравший наибольшее количество баллов, признается оптимальным для заключения договора. Данный факт подтверждается подписями нескольких сотрудников, участвующих в анализе, с указанием их должностей и даты проведения анализа, после чего документ приобретает, обращаю ваше внимание, юридическую силу и может быть предоставлен налоговым органам и суду. Исчерпавший ответ на вопрос о том, как было принято решение о выборе конкретного поставщика. По форме данный документ представляет собой простую таблицу, с заполнением которой справится любой ваш сотрудник. В дополнение я бы рекомендовала сделать шаблон «Оценка и выбор контрагента» с приложением к регламенту проверки контрагентов и подтверждения реальности сделок, если такое имеется в вашей, конечно, компании. Хотя он может использоваться и в качестве самостоятельного документа. Главное – правильно понимать назначение каждого документа. Шаблон «Оценка и выбор контрагента» решает задачу предоставления налоговым органам разумного, документального, обоснованного выбора контрагента. То есть отвечает на вопрос, как и почему вы выбрали именно данного контрагента для сотрудничества. В то время как на рынке, к примеру, имелись, например, более крупные и надежные поставщики. Регламент, в свою очередь, регламент проверки контрагентов и подтверждению реальности сделок решает другую, параллельную задачу. Он демонстрирует налоговым органам, что в вашей компании проверяют контрагентов на добросовестность перед заключением договора. То есть говорит о том, что ваша компания и руководитель проявляют должную осмотрительность при ведении бизнеса. С точки зрения последних разъяснений фискальной службы и актуальной судебной практики, для успешной защиты от претензий на тему взаимодействия с плохими контрагентами компании необходимо решать именно эти две задачи. Иметь доказательства разумности выбора контрагента и второе – доказательство того, что контрагент проверял на благонадежность.